Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам и народному календарю на 19 декабря. Поговорим о том, что можно и чего нельзя делать в этот день, 19 декабря. Очень важный сегодня день для многих из нас, поэтому обязательно прослушайте это видео от начала до конца и также постарайтесь соблюсти те народные приметы, традиции, которые передали нам наши предки. 19 декабря почитается память Николая Чудотворца. О нем слышали многие, но вот его история известна далеко не каждому. Будущий святитель родился в богатой семье аристократов примерно в III веке в городе Патара, расположенном на территории Малой Азии. Когда он был еще ребенком, семья переехала в портовый городок Миры, где Николай прожил до глубокой старости. С детских лет Николай изучал священное писание. Дни он проводил в храме, а ночью за молитвой. В вопросах веры был подобен старцу. Такое служение не могло остаться незамеченным. Когда будущий святитель был юношей, его сосед разорился. И чтобы не умереть от голода, мужчина решил продать своих 3 дочерей в публичный дом. Узнав об этом, Николай обеспокоился судьбой девушек. Чтобы им помочь, он ночью подкинул к ним в окно мешочек с золотыми монетами. По кончине архиепископа Иоанна встал вопрос о том, кто займет его место. Одному из епископов приснился пророческий сон. В видении было сказано, что это место должен занять юноша, который утром первый посетит храм. А имя этого молодого человека – Николай. И действительно, с первыми лучами солнца в храм вошел Николай, которого впоследствии и назвали чудотворцем. По преданию, святитель имел поистине ангельский лик. От него исходило некое сияние, как от лица пророка Моисея. Уже более 1000 лет мощи святого находятся в итальянском городе Бари. Привезли их сюда в 1087 году моряки, а в 1953 году, буквально недавно, антропологи вскрыли гробницу святителя. Исследования показали, что иконографический образ Николая Чудотворца полностью соответствует его портрету. Вы знаете, святителя Николая всегда считали покровителем невинно осужденных, моряков, путешественников, купцов и детей. Ему также молились и земледельцы. Кроме того, верующие просили у Николая Угодника о помощи с замужеством, молятся ему об исцелении болезней, о работе. В народе на Руси про Николая Чудотворца говорили: «Второй после Бога заступник». Также следует помнить, что у нас с вами продолжается рождественский пост, и поэтому праздничная трапеза должна состоять из постных блюд. Ну а в народном календаре, друзья, этот день, 19 декабря, назвали Никола Зимний, Николин день, день Николая Чудотворца. Люди верили, что 19 декабря святой спускается с небес на землю и смотрит, как живут люди. Он поощрял хороших и наказывал тех, кто вел себя плохо. Также считалось, что чудотворец изгоняет всю нечистую силу, которая пробралась к людям. В этот период уже за окнами крепчают морозы, которые прозвали Никольскими в народе. На Руси с Николы Зимнего начиналось и сватание. Те, кто мечтал заключить брак, молились Николаю Чудотворцу. Верили, что молитва поможет быстрее встретить вторую половинку. 19 декабря принято было дарить подарки деткам, поэтому маленькие члены семьи ждут наступления праздника с особым нетерпением. С самого утра они заглядывали всегда под подушку. Тем, кто хорошо себя вел в течение года, святой Николай дарил сладости, а тем, кто плохо, лозину. При этом нужно уточнить, что подарок принес святой Николай Чудотворец. Люди считали, что такой дар будет защищать детей от беды весь год. Также необходимо приготовить семейные ужины и почтить память Николая Чудотворца. Будет очень полезно почитать вместе с детьми рассказы о жизни святого.
Крестьяне с особым трепетом относились к этому празднику. Утром люди шли в церковь, служили молебен, а потом возвращались домой и накрывали богатые столы. На Николу Зимнего нельзя было грустить. Считалось, что печаль приведет к сильным морозам. На Руси в этот период устраивались ярмарки, продавали по сниженным ценам зерно и муку. Стоимость практически у всех торговцев была одинаковой, поэтому покупатели не переживали, что их обманут, завысив цену. На Николу Зимнего было принято мириться тем, кто поссорился. Люди собирались и устраивали пышные застолья. Верили, что святой Николай в образе седого старика спускается на землю и совершает чудеса. Чудотворца посчитали как защитника от разных напастей и помощника в благих делах. Ему молятся об изменении судьбы, о работе, о здравии и даже о замужестве. Кроме того, этот день, 19 декабря, считается благоприятным для того, чтобы рассчитаться со всеми долгами. На Николая Зимнего устраивали застолья, но помним, что угощаемся только постными блюдами. Все-таки идет рождественский пост. Можно есть рыбные блюда с добавлением растительного масла. В старину на Руси в честь праздника было принято собираться всей деревней и варить пиво, а после дегустации все отправляли кататься на санях. Так наши предки обкатывали новый снег, чтобы проверить, насколько хорош он в этом году. Николин день открывал период зимнего сватовства. Поэтому незамужние девушки перебирали в этот день свое приданое, ведь уже к Рождеству они могли встречать женихов со сватами. Каждый должен был в Николин день хотя бы сделать одно маленькое доброе дело. Раздать милостыню, покормить нуждающихся, обогреть нищего или одарить подарками многодетные семьи. С этого дня вовсю идет подготовка к празднованию Нового года и Рождества. Наводят порядки в домах, делают запасы еды, выбирают презенты, подарочки для родных, друзей и знакомых. И, конечно же, проводят различные ритуалы и обряды, обращаясь с просьбами обязательно к Николаю Чудотворцу. Но и сегодняшний день наши предки очень наблюдали за погодой, так как они хотели знать погоду на зиму и на весну. Поэтому, если появился иней в этот день, 19 декабря, то в следующем году ожидается богатый урожай овса. Если день морозный и солнечный, то будет хороший урожай. Сколько на Николая снега выпадет, столько травы и весной будет. Если зима до 19 декабря была суровой, то с этого дня начнется оттепель, которая продлится до Спиридона Солнцеворота, до 25 декабря. Если на Михайлов день, это у нас с вами 21 ноября, зима закует, то на Николая раскует. Ну а ясная и холодная погода в этот день, 19, говорит о том, что будет богатый урожай летом. Также в этот день всегда проводили обряд на привлечение денег и богатства. Все мы знаем, что Николай Чудотворец помогает всем нуждающимся, то есть дает все, чего не хватает человеку в жизни, даже если об этом он и не просит, а просто думает или же единожды обмолвился. Поэтому 19 декабря был прекрасный день, чтобы прочитать обряд на богатство. Для этого нужно взять пустой кошелек, открывать двери всех шкафов, желательно пустых, и проговаривать такие слова: «Николай, посмотри, как пуста моя мошна. Николай, погляди на мои пустые сундуки. Я об одном прошу, наполни их сполна, чтобы жизнь была моя денег полна. Я их все не потрачу и для нуждающихся прошу в придачу». После этого нужно дать несколько бумажных купюр нищим, которые сидят в церкви, и обязательно сделать подарок нескольким близким людям. Не обязательно он должен быть материальным. Вы, например, можете сделать какое-то доброе дело. Также в этот день проводили ритуал на исполнение желания. Можно обратиться к святому Николаю, чтобы он исполнил одно самое заветное желание. Для этого нужно взять икону с его ликом, купить 7 церковных свечей, зажечь вокруг нее, затем сесть и, глядя на икону, проговорить такие слова: «На острове Буяне есть пень, на том пне сидит дед старый, никому ничего не дает, мое желание бережет.
Ты, Николай, к нему подойди и мое желание забери. Пусть оно исполнится быстрее, чтобы можно было мне, и проговорите свое желание. Далее скажите: слово мое на твое чудотворное, так быть, так бывать, задуманное исполнять. Свечи потушить, а огарки спрятать за иконой Николая Чудотворца, и пусть там лежат аж до наступления крещения. Ну, а люди, рожденные 19 декабря по знаку зодиака Стрелец, эти люди отличаются самодостаточностью, умеют отстаивать свое мнение и идут по жизни смело. Их не пугают трудности и неудачи, а вот в качестве талисмана им подходят радонит и лазурит. Сны, приснившиеся в эту ночь, обычно вещи. Считается, что перед сном нужно умываться, откладывать гаджеты, не смотреть телевизор, не читать газеты или книги. Тогда можно очистить свое подсознание, чтобы исключить возможность искажения информации из сна. В эту ночь обычно снятся довольно четкие образы, однако интерпретировать их нужно исключительно с помощью интуиции. Некоторые символы, которые можно увидеть в ночь с воскресенья на понедельник, трактуются одинаково для всех, вне зависимости от возраста, пола и социального положения. Но так как у нас с вами не воскресенье на понедельник, но все же обратите на это внимание. Что же можно было делать 19 декабря? Друзья, Николай Чудотворец покровительствует всем деткам, поэтому в день его памяти принято угощать сладостями детей. Также родителям стоит сходить в церковь и поставить свечу у иконы этого святое, попросив о защите для своих наследников, сколько бы лет им ни было. Принято дарить подарки в этот день и друг другу. Считается, что искренняя щедрость и бескорыстие обязательно обратят на себя внимание святого, который сам обладал при жизни этими качествами. Ну а чтобы привлечь в свою жизнь, на Николу следует отдать все свои долги. Святой обязательно поощрит тех, кто это сделает. Также считалось, что в этот день у чудотворца девушки могут вымолить удачное и счастливое замужество. Для этого нужно сходить в храм и заказать специальный молебен. Что же нельзя было делать в день Николая Чудотворца? Как вы знаете, в этот день празднуем мы все с вами День Николая Чудотворца. И, конечно же, надо понимать и знать, что нельзя делать. Поэтому 19 декабря нельзя совершать недобрые поступки, а также осуждать кого-либо и ссориться. Николу Зимнего принято встречать весело и радостно, готовясь к предстоящим новогодним праздникам. Вечером нужно собраться большой дружной компанией, чтобы обсудить место, меню, развлечения и количество празднующих предстоящие новогодние и рождественские дни, а также распределить обязанности. Желательно это делать за ужином, не забывая о запретах в еде во время рождественского поста. Народные приметы не рекомендуют 19 декабря проводить гадания на будущее и на желания. Считается, что предсказания будут неверными. В день Николая Чудотворца рекомендуется девушкам погадать на суженого и на любовь. Знающие люди говорят, что в этот день эти пророчества никогда не обманывают. Также нельзя 19 декабря тяжело работать, убирать в доме и рукодельничать. Можно только готовить еду, делать заготовки к празднику, ухаживать за домашним скотом. Тот, кто нарушит этот запрет, может столкнуться с большими денежными неприятностями и всевозможными финансовыми трудностями. Также в день Николая Чудотворца не стоит молодежи проводить вечер в одиночестве, иначе их будут ждать проблемы при устройстве личной жизни. 19 декабря нужно собраться в клубе, в кафе, чтобы повеселиться от души, так как чем веселее пройдет Никола Зимний, тем радостнее считается, что будет Рождество. Не следует гостям 19 декабря приходить в дом с пустыми руками, особенно если в нем есть дети. Им нужно подарить много сладостей, игрушек, книг, чтобы они весь год были веселые и счастливые. Единственное условие – дарить нужно от души. Искренняя щедрость и бескорыстие будут отмечены Святым Николаем. Он подарит такому человеку много приятных сюрпризов. Нельзя в день Николая Чудотворца ходить в должниках. Нужно обязательно отдать все взятое. Тогда по народным приметам в будущем все материальные проблемы обязательно пройдут стороной.
Тот же, кто не прислушается к народной примете и нарушит данный запрет, считается, что целый год проведет в нищете. Вот такой, друзья, на самом день, 19 декабря. Мы всех, друзья, поздравляем с Днем Святого Николая. Пусть в вашей жизни всегда будет только все самое лучшее. И вы знаете, обязательно пойдите 19 декабря в церковь, обязательно поставьте свечку, обязательно помолитесь и попросите того, что вам действительно важно и нужно на данном этапе в жизни. И поверьте, обязательно все исполнится. Прямо сейчас в комментариях напишите то, что вы хотели бы иметь в ближайшем будущем. Например, деньги, достаток, возможно, богатство, успех. У вас есть какая-то мечта, значит, напишите слово «мечта», и Вселенная обязательно вам поможет реализовать те или иные возможности. Мы, друзья, надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Ну а прямо сейчас в комментариях вы видите, вы на экране видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.